To say who I am, I work with a charity called Mellow Parenting. Чтобы себя представить, я работаю в благотворительной организации Mellow Parenting. And our aim is always to help parents with difficulties to make good relationships with their children. И наша основная цель – это работать и помочь родителям, у которых могут быть какие-то трудности, с тем, как быть родителями, как построить хорошие отношения с детьми. We work always in the early years because we know this is when we can have the most effect. Мы всегда работаем во время именно на первых годах жизни с ранним вмешательством, потому что мы знаем, что тогда можно достичь самых лучших результатов. And our parents are supported in the group by the peer process, by using strength-based video feedback and learning and practicing how to make changes in their parenting. В наших программах родители учатся и друг у друга, и в команде, именно в группе, в которой они работают. Мы также используем записи на видео, и потом работаем с тем, чтобы давать обратную связь. И смотрим и на сильные стороны, на слабые стороны того, что они применяют в свою практику. I was asked to talk about parents who might have learning difficulties. Сегодня меня попросили говорить о том, как можно помочь родителям, у которых, возможно, есть какие-то проблемы с обучением. So maybe we should stop and ask ourselves, what is a learning difficulty? Так что я думаю, давайте сначала остановимся и посмотрим, а что такое проблемы с обучением? How would it look? Как это выглядит? So a learning difficulty is something which affects all aspects of your daily life. Проблемы с обучением, это такие проблемы, которые затрагивают примерно почти все в нашей жизни. Difficulties in communicating, understanding and explaining. Например, проблемы, сложности с коммуникацией, пониманием, объяснением. It can make it difficult to make good choices. Иногда с такими проблемами тяжело принимать хорошие решения. It can bring difficulties with reading and writing. Иногда становится тяжело писать и читать. And as I struggle with Cyrillic, I have some sympathy. И поскольку мне на самом деле очень тяжело вот с кириллицей, я могу прям почувствовать, что они испытывают. People with learning difficulties can be exploited very easily, financially, sexually, and in every way. Люди с проблемами с обучаемостью могут быть легко использованы в финансовом или сексуальных планах. About 2 people in 100 might be recognized formally of having a learning difficulty, but there'll be many more who struggle. Примерно у 2 человек из 100 на самом деле есть диагноз нарушений обучения, но при этом на самом деле гораздо больше людей просто у них еще нет диагноза. There can be many causes of learning difficulties, of course. There can be genetic aspects like Down syndrome. Могут быть очень разные причины, почему появляются нарушения с обучением. Это могут быть генетические, как, например, синдром Дауна. It can be a result of injury at birth. Это может получиться после, например, родовой травмы. A lot of them might be acquired later by a head injury, for example. Некоторые, например, это может быть следствие травмы головы или инфекции. Sadly, many of them are preventable if mothers did not drink in pregnancy, because we know that drinking in pregnancy is one major contribution to slow learning in their children. К сожалению, очень многие из этих проблем, они не лечатся, с ними нельзя ничего сделать. И, например, одна из проблем, которая может привести к нарушениям с обучением, это когда мамочки во время беременности употребляют алкоголь. But also very poor opportunities for stimulation and for care in early childhood can also lead to what look like learning difficulties. И иногда некоторые вещи, которые происходят с ребенком во время их младенчества, тоже могут привести к результатам, которые потом могут выглядеть как нарушения, как сложности с обучением. And we have one representative who knows very well from the Bucharest Intervention Project. И у нас в зале есть один человек, который знает очень хорошо про эту тему. So, very welcome, Dana. Так что мы очень хотим поприветствовать Дану здесь у нас в зале. And I hope you'll represent your wife, Mary Jo, who is an expert on
the effects of alcohol in pregnancy. А также вот она еще хочет сказать, что, надеюсь, хочет еще сказать немножко про его жену, которая, у нее, ее экспертиза, это именно феталалкогольный синдром и его эффекты во время беременности. So we have a great depth of experience here that we can share. Так что у нас здесь достаточно много экспертизы, которой мы очень хотим поделиться с вами. We had always known that there were mothers who came to our groups who struggled. Мы всегда знали, что в наши группы часто приходят мамы, которым достаточно трудно. We have developed Mellow parenting programs from antenatal to age 5, and we always try to make the materials very easy to understand, very low literacy demand. Мы всегда старались в нашей организации Mellow Parenting делать так, чтобы те материалы, с которыми мы работаем, были очень доступны, и чтобы родители могли их понимать. But in 2011, I thought maybe we can do this better. И в 2011 году я подумала, на самом деле мы, наверное, можем еще лучше это сделать. So I thought, let's make a small working group to think about parents with learning difficulties. Так что она решила, давайте создадим небольшую рабочую группу и посмотрим, как же мы можем работать с родителями, у которых нарушение обучения. So I contacted all our Mellow parenting trained practitioners and said, would anybody like to join me in a little expert working group? И я в итоге написала всем нашим тренерам, которые работают на нашей организации, спросила, кто-нибудь заинтересован в тем, чтобы помочь и поработать над этой темой? I got 200 replies. Ей 200 человек ответили. That's not a small working group. Это не маленькая рабочая группа. But what it does show is that there is a huge need for thinking about how to work with parents with learning difficulties. И что это показывает, это что действительно есть огромная нужда в том, чтобы подумать, каким образом мы можем поддерживать родителями с нарушением обучения. So, just to look at the figures, in 2010, Итак, давайте просто посмотрим на статистику, на какие у нас цифры тут есть. В 2010 году just under 13,000 children in the UK were classified as being in need, and 1,200 were looked after, that is, looked after outside their family because of parenting disability or illness. В 2010 году почти 13 тысяч детей в Великобритании, они были классифицированы как в нужде, и 1200 детей за ними присматривали, то есть они были не в своей родной кровной семье из-за инвалидности либо из-за заболевания родителей. About 7% of people with learning difficulties will have children. Примерно у 7% людей с проблемами обучения есть дети. And 16% of children in the UK who are brought into state child protection proceedings have at least one parent with a learning disability. И у 16% детей, участвующих в процессах по делу защиты детей в Великобритании, как минимум один из родителей имеет проблемы с обучением. The UK government policy committed to supporting parents with a learning disability. Политика правительства Великобритании, они обязались поддерживать родителей с проблемами обучения. Около 48% родителей с проблемами обучения не останутся жить со своими детьми, то есть дети будут из этой семьи. И очень часто у родителей с сложностями обучения, помимо этого еще достаточно плохая финансовая обстановка, часто бывает социальная изоляция, стресс, проблемы с психическим здоровьем, безграмотность и проблемы с общением. Но при этом они понимают, они знают, что есть риск, что их детей заберут. Так что, возможно, они не пойдут просить о помощи. Could you explain what 13,000 in need means? What is in need? 13,000 children are already been investigated and classified as having some kind of difficulties in their family, which makes them at risk.
Соответственно, вот 13 тысяч детей, про которые она говорила, которые классифицированы как в нужде, это значит, что идет уже какой-то процесс, либо социальный работник работает, и есть какие-то потребности, которые или нужда, какие-то что-то связанное с их условиями, которое уже каким-то образом мониторится властями либо какими-то социальными службами. So they would be subject to social work proceedings, maybe a child protection order that says something that their parents must do, or that they must. Например, может быть, уже их родители обязаны, например, появляться где-то какие-то проходить проверки. То есть есть у них уже социальный работник, есть какие-то мероприятия, которые уже назначены для этих детей. I think the sad thing for parents with learning disabilities is that very few of the child protection cases are about active abuse. The cases are not usually about active abuse. Yes, it's neglect. И она говорит, что чаще всего именно проблема для родителей с нарушениями в развитии эти случаи, эти дела с социальными работниками, они открыты не потому, что там прямое насилие, а это чаще неуделение внимания. And one of the papers I read had a very nice phrase. It said, "There's a presumption of inability." И она недавно читала статью, и там написано, что есть презумпция того, что они не могут. So if you have a learning disability, it is assumed you cannot be a good parent. И, соответственно, если у кого-то есть сложности с обучением, такое общее мнение, что они не могут быть хорошими родителями. So the risks to the children. А теперь поговорим про риски для детей. Well, 20. So what happens when the kids are taken away from the parents with learning disabilities? What are the trends? Are they getting worse? Are they getting improvement? What happens with kids who are taken away from parents? Yeah, in the United Kingdom, children will always go to a foster home. We don't have many institutions. Соответственно, в Великобритании у них нет детских домов, так что ребенок пойдет в семью. So what does it show? Are they the same as their parents even if they're taken into foster care? Not necessarily. No. Не обязательно. No. Не всегда. No, not necessarily. They may do. They may have genetic problems. У некоторых действительно есть генетические проблемы, и they're working with kids like this. And she has 9 kids. She has 9 foster kids. She has 7 foster kids. Тоже воспитываем чужих детей. Я вас спрашиваю, что показывает ваша практика, когда вы изымаете семью и передаете в другую благополучную семью? Что показывают ваши результаты? Дети становятся благополучными, либо они все равно становятся... Нет, не всегда. Социология побеждает поведение. Да, все-таки да. Я думаю, что это, конечно, зависит от случая. В разных ситуациях. На нашем личном опыте, да, вот мы уже больше 10 лет воспитываем чужих детей, как говорится, да, все равно генетика дает о себе знать. Даже не генетика, вы знаете, у меня это единственный фактор. Неоткуда черты все-таки все идет от семьи. Yes, I think there are genetic conditions, and if the children have inherited that genetic condition, it may be that limits their development. But often the parents are held back not just by genetic conditions, but also by circumstances, by acquired difficulties. So there's no absolute guarantee that the parent will have a learning difficulty, the child will have a learning difficulty. Кристин говорит, что да, действительно, некоторые нарушения, некоторые проблемы с обучением, у них есть генетическое нарушение развития. И тогда, если ребенок унаследовал его, то оно все равно останется. Но помимо этого есть еще другие факторы, которые влияют на обучаемость ребенка и родителя. И иногда, работая с такими факторами и делая среду вокруг ребенка, которая будет помогать, оно действительно поможет. Ну, то есть помимо генетики есть еще и другие аспекты.
Problem is, though, that if you presume that parents with learning difficulties can't be good parents, you don't offer them any support to become better parents. И вот Кристин говорит, что самая большая проблема, на ее взгляд, это что если мы изначально с самого начала ставим такой штамп, думаем, что если у них проблемы с обучением, они не могут быть хорошими родителями, то мы никогда не даем им поддержку для того, чтобы стать хорошими родителями. Что я еще хотела добавить? Смотрите, мы не можем сравнивать эти случаи как абсолютно одинаковые, потому что в данном случае речь идет про непрерывность привязанности, да, на ребенка из семьи, у которого родители с нарушениями обучения. Дети, с которыми выжили, по всей видимости, те дети, которые пришли в детские учреждения, у них другая специальная история, мы не можем считать его, да, не можем сравнивать. I think that the words of a father with a learning difficulty always stay in my mind. Кристина говорит, что я всегда вспоминаю слова одного папы, у которого нарушение обучения, сложности с обучением. In fact, they stay in my heart. И на самом деле даже не просто в моей голове это все время всплывает, а в моем сердце. And he's Adrian. I'll never forget him. Его зовут Эдриан, я никогда его не забуду. He said, a learning difficulty is not a loving difficulty. И он говорит, что сложности с обучением — это не сложности с любовью. It hits home. Yes. 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 So, yeah, 28% risk of premature birth. Возвращаемся к рискам для детей. 28% подвержены преждевременное рождение. 22% low birth weight babies. 22% низкий вес при рождении. And I think I've already said 16% of children in child protection cases have at least one parent with a learning disability. И, как она говорит, когда она уже говорила до этого, у 16% детей, участвующих в процессах по делу защиты детей, как минимум один из родителей имеет проблемы с обучением. So, what are we going to think about if we need to help parents to at least try to be good parents? Итак, о чем нам нужно задуматься, если мы хотим совершить поддержку для родителей с проблемами с обучением, чтобы помочь им быть хорошими родителями? So, first of all, information in accessible forms. Во-первых, самое главное — это информация в доступной форме. Support. Поддержка. If we want them to learn, it's in the name. Learning disability, we need lots of repetition. И мы должны, когда мы говорим про обучение и про поддержку, в том, что у них проблемы с обучением, простите, пожалуйста, уже само это слово, что нам нужно им будет повторить, нужно много повторений, чтобы они обучались. So the last thing I put on the list was generalization, because the problem is that what you learn in one area, say in a parenting group, you may not use outside unless you get the chance to repeat it. You learn to read a story in the group, but you never think to use it when you're waiting for the tram or talking to the doctor. И последнее, о чем она хочет сказать, это генерализация. И вот, например, то, что если мы учимся читать историю в группе, что очень часто люди не знают, что тот же самый навык можно применять где-то еще. То есть можно, например, пойти и прочитать историю ребенку дома. So this is a workshop. You have to do some work, not just me. Но вот эта секция на английском это называется workshop, в котором есть слово «работа». Это значит, что не только ей нужно будет работать, но и вам сегодня всем тоже нужно будет поработать. So you have to now choose a partner. Так что теперь найдите себе пару. One partner will need pencil or pen and paper. В каждой паре одному человеку нужно будет взять ручку или карандаш. Hand those out. Thank you. The other partner will be given a picture. Другому мы дадим бумажку с картинкой и еще пустой листочек. And the pictures are going to be handed out, but you must not let the other partner see what you've got. И вот когда мы раздадим картинки, только одному из партнеров в вашей паре
не показывайте картинку второму партнеру в паре, хорошо? So one of you will be able to see the picture, the other one will not. So you need to sit back to back. Итак, что вас сейчас попросят сесть спиной друг к другу, чтобы один человек мог видеть картинку, а другой нет. No cheating. И не жульничать, не подглядывать. Okay, can you get yourselves organized into pairs back to back? Так что давайте организуемся немножко в пространстве, садимся по парам и спина к спине. Все нашли пару? So you must not be able to see what your neighbor has. Картинки сейчас раздадим, не волнуйтесь. She was asking where the pictures are. In a minute, when I see you organized. Все, организовались? У всех есть ручки. Now, you can hand them out, but make sure only one person can see Only them. one person can see. Только один человек может посмотреть, другому не показывать в паре. Only one of you should be able to see this picture, and no peeping. Повторяет еще раз, не подглядывайте. You can go and do it with dinner. Yeah, good. Oh, okay, there's no translate. Now, what you have to do is the one who can see the picture should describe what they can see so that their partner can draw it. А теперь, собственно, задание, которое вам нужно будет выполнить, это тот человек, у которого в руках будет картинка, должен, не показывая, объяснить своему партнеру, что это такое на картинке, и другой партнер должен это нарисовать на пустом листочке бумаги. Нет, можно... Can they use verbal communication? Yes, yes. Да. Не, можно рукой, можно, простите, словами. Словами, да. Словами, то есть вы спиной к друг другу и словами объясняете, что там нарисовано, и ваш партнер должен это нарисовать на листочке бумаги. Does everybody understand? Все понятно? Чистый листочек, да? Чистый листочек. Кому-то еще нужен чистый листочек? We're looking at how... No, yeah. Да. Можно называть, да, можно называть. But you want the image to be... you want to see how far the image is. I want to see how good your communication is and your understanding is. Look, they're doing that in the assignment. Do you mark it up? That's okay, she can use mark it up. Should we do it with Dana? Yeah, go. Can I? Yeah. They describe each other in words. Yes, they can use... Girls started even describing without words. Yeah, it's okay. Okay, it's good. It's highly imaging. People are having their fun. They're having some activity. After lunch, it's good to be active.
When you have finished, you can compare what you were given and what your friend has drawn. Когда вы закончите, вы можете после этого сравнить, насколько похожа та картинка, которую вам объясняли, с тем, что вы нарисовали в итоге. So, how hard was that? Итак, насколько это было сложное задание? Fantastic. Yeah. It looks pretty good. Очень хорошие результаты, выглядит отлично. How easy did you find it? Насколько вам было легко? Enjoyed it. Yeah. Okay. Have you had a chance to compare? Итак, все уже смогли сравнить свои рисунки. I've seen some really good pictures. Я видела несколько очень хороших рисунков. I saw some assisted communication with Makaton. А также я видела, как объясняли жестами. Макатон называется? Как называется язык, которым вы пользуетесь? Просто жестами и мимикой. Вот у нас здесь пользовались тоже. So, some people found it hard to judge how much detail. The pictures I saw were really pretty good. So well done. И некоторые сказали, что иногда было тяжело понять, сколько деталей нужно объяснять, но при этом те рисунки, которые я видела, были очень хорошие. For the people who were receiving the message, how did it feel? Вот те, кто слушали инструкции, расскажите, как вам, как вы себя чувствовали? Вот, например, я знаю Наташу, да, получается, да, очень давно, мы так общаемся, попали с одного ребенка из Татарстана, и варились в одной каше, да, и знаем Okay. нашу, So we know the. она мою, нам легко общаться. So it's really easy for us to communicate. We understand each other. А где жест обнять, значит, ребенку холодно, тепло, So she knows приветственно. exactly what Для нас it это means. понятно. So Дом they для нас understand each всегда other's хорошо, мы всегда являемся домом. So what you can do is to use your understanding of each other, your knowledge of each other, to make that communication a little bit easier. Итак, получается, что поскольку вы друг друга хорошо знаете, вы можете это знание It's a very использовать для nice того, point. чтобы вам It's a good общаться point. было Good легко. But the gentleman here said it was difficult to know how much information to give, how much detail to give. Did anybody feel a little bit stressed, a little bit anxious? И вот, I want to например, get this right. здесь были несколько комментариев про то, что иногда было тяжело понять, как много деталей нужно передать другому человеку. Yeah. Кто-нибудь из вас чувствовал себя немножко волнующимся? Было не очень понятно. So for some people, they live their lives always a little bit anxious about whether they're understanding what they're being asked and how they should reply. Некоторые люди, они всю жизнь живут, и они все время немножко волнуются, что они, может быть, что-то где-то недопоняли, что они не знают, как много информации им нужно предоставить. Now, here's an invitation to a great concert. А вот теперь смотрите, это приглашение на отличный концерт. Will you come? Вы пойдете? Some people will, some people will. Некоторые пойдут, некоторые не очень уверены. What if it looked like that? А если оно вот так будет выглядеть? Actually, They're saying, now we know it's a concert. I'm not sure I'd get to that one. Она говорит, я, например, не знаю, вот на это смотрю и не знаю, мне нужно туда идти или нет. I might get to that one. Может быть, No. пойду на это? Нет. Now, А вот теперь I have some help. у меня есть какая-то подсказка. We have a concert.
У нас тут видно, что концерт. Bryden, Mack and Mitchell. Вот это Брайтон, Мак и Митчелл. We know what time it starts. Понятно, во сколько начинается. And we know what the building looks like that we might go to. И знаем, в каком здании это будет происходить. Как оно выглядит. If we want people with learning difficulties to understand and to join us and to join in, we have to help them. Если мы хотим, чтобы люди с трудностями с обучением к нам присоединились и обучались, нам нужно им помочь, нам нужно сделать подсказки и поддержки. It's not much good sending them a letter they can't read. Например, это вообще никому не поможет, если мы отправим им письмо, которое они не могут прочитать. Telling them to come to a clinic they can't find. Или сказать им, приходите в поликлинику, которую они не могут найти. And they don't have the confidence to ask. И они, возможно, недостаточно уверены в себе, чтобы у кого-то подойти и спросить. So if we want them to get some help, if we want to try to see whether they can be better parents, it's up to us to make Так some что если мы assistance. хотим предложить им какую-то помощь, если мы хотим их поддержать, быть хорошими родителями, нам нужно понять, каким образом они могут получать эту поддержку. So, use easy read materials. И, во-первых, то есть нужно использовать легко читаемые материалы. There are ways of checking when you write something what the reading level should be of the person who's looking at it. Online you can do it. Есть различные инструменты онлайн, которые могут помочь вам проверить текст, который вы написали, насколько, какой должен быть уровень чтения, чтобы человек его понял. Наверное, скорее на английском, чем на русском языке. Well, I'm sure we can find out whether you can do it in Russian. Certainly in English, we can just check the reading level. Но вот, например, они говорят, что не уверены насчет на русском, но на английском точно есть. И есть всякие методики, чтобы понять, до какого уровня чтения можно было. Supplement written materials, maybe with some pictures. Например, добавить какие-то картинки к тексту. Picture of you, so they know who they're coming to see. Например, вашу фотографию, что они знают, кому они идут навстречу. Picture of your clinic, if you want them to get there. Фотографию вашей клиники, поликлиники, где вы работаете, чтобы они знали, где это и куда они идут. Maybe a picture of a clock, if they can read the time, so they know what time to come. И вот, например, если они могут понимать время по часам, например, картинку часов, чтобы они понимали, во сколько это. Use lots of repetition, maybe in different ways. Нужно много повторять и в разных формах. And practice new skills in different places, so it's not always in the clinic. I heard a lovely example. Kevin, who's here today with Mary Beth, was talking about Mary Beth working with a patient who was afraid of escalators. И практиковать новые навыки в разных ситуациях. Например, сегодня она разговаривала с мужем Мэри Бет, который одна из наших спикеров, и он рассказывал про то, как пользоваться лифтом. So, first of all, they looked at pictures and they talked about it. И сначала они смотрели на картинки, и потом говорили об этом. Escalators. Простите, эскалаторы, не лифты, а эскалаторы. And then they went to a disused shop to try the escalators there. А потом они пошли в магазин, которым уже там никто им не пользуется, и тренировались на эскалаторах, которые остановлены. The escalator wasn't moving, so they could practice getting on, getting off. Соответственно, поскольку эскалатор не шел, можно было бы практиковаться за него заходить, с него сходить. And then finally, real life, going on an escalator. И уже после этого в таких уже настоящих условиях, когда эскалатор где-то им пользуется, потом уже перешли туда, на такую стадию. So partly it was anxiety, partly it was motor problems, but partly also not understanding what you needed to do. И вот там для ребенка была проблема, что часть проблем в том, что не понимают, что от тебя хотят, часть, что волнуешься, потому что это новая ситуация, не знаешь, что нужно делать. Now we're going to try something else, and by the miracle of most of Gala's family, we're hoping this is going to work. А сейчас мы попробуем еще новую активность, и она вот говорит, что вся моя семья участвовала в том, чтобы попробовать сделать так, чтобы это сработало, так что мы надеемся, что получится. We use this in some of our groups. Мы используем вот эту игру в некоторых наших группах. We use it because it's a very good way of reducing people's anxiety when they come into a group and they don't know other people. Мы это используем, потому что иногда это очень помогает, когда в новую группу приходят новые люди, они все немножко волнуются, потому что никого не знают. Это так помогает расшевелить всех. And maybe they're a little afraid of
who we are going to be and how they're going to be treated. А также, возможно, они не очень понимают и немножко боятся того, как, собственно, их инструктора, тренера с ними будут работать и что от них будут требовать. So I'm sure you're far too busy ever to watch television, so you won't know about the millionaire quiz. Вы, наверное, все очень заняты и не знаете, что показывают по телевизору, и, возможно, не слышали про передачу «Как стать миллионером». No? Okay. Maybe I'm Слышали? wrong. Okay. Of course you know about it. Конечно, да. Everybody knows about it. So we use this. It's another way of communicating. We don't sit and tell people. And what I want you to do is to look at the question. Gala will help us with some discussion. And then we need to decide whether it's правда or неправда. И вот мы будем это использовать как инструмент. Это для того, чтобы начать обсуждение. Это еще один инструмент для коммуникации. И мы вот будем читать вопрос, потом выбирать, правда это или неправда, и обсуждать эту тему. And I have my fingers very crossed that I've got my pravda and my nepravda the right way round. Она очень надеется, что в переводе все правильно, и что там правда и неправда на правильных местах стоит. Because you have to understand, I have a communication problem here. Потому что у меня вот здесь проблемы с коммуникацией, потому что все на кириллице написано. Okay, off you go. Итак, первый вопрос. Матери всегда знают, почему их дети плачут. Неправда. Неправда. Вот, да, правильный ответ был неправда. You're a sophisticated audience, you know that. But for some parents, they don't like to admit that maybe it's hard sometimes to know what a baby's telling you. Вы очень интеллигентная аудитория, то есть вы все, наверное, знаете это, но некоторым людям не очень хочется признаваться в том, что иногда они чего-то не знают. Okay, here's your second question. Второй вопрос. Матери иногда раздражаются на своих грудных детей. Pravda. Look how pleased you all are. Смотрите, как все радуются этому ответу. You're somebody coming to a group and you're feeling a bit frightened and suddenly it's fun. Вот мы все сюда пришли, стали группой, и, возможно, кто-то сначала немножко волновался, а теперь все такие, все веселятся, всем хорошо. And I'm afraid I didn't bring $1 million with you, but the Naked Heart Foundation will pay you later. Он говорит, у меня, к сожалению, нет с собой $1 миллион, но, может быть, обнаженные сердца нам всем заплатят за эту игру. Okay. Yeah. Матери всегда должны осуществлять весь уход за младенцами только сами. One moment. One moment. What was the question? Okay, you say no. What about if you were brought up in a boarding school, you have no family? How do you know who to trust? А вот представляете, если вы, как родитель, вы учились в школе-интернате, у вас никогда не было семьи, и вы не знаете, как кому доверять. I agree. Я It's с вами not согласна, вы правильно ответили. But this is our opportunity to discuss in the group. Но это хорошая Who is it возможность safe? для нас сейчас обсудить эту тему. Нестандартная ситуация, когда ты остался один на один с ребенком. So she's saying sometimes that there are unstandard situations when you are one by one. There's no one else there who can help. И что больше никого нет вокруг, кто может помочь. So the 10-year-old girl next door offers to look after your baby. Is that safe? То есть, например, есть... Чтобы человек, вот на нашем опыте, чтобы человек не выгорал, ему So there's no burnout. Everyone needs help. So you can't. If they're gonna burn out, you need friends. You need neighbors. You need someone. I absolutely agree. But с вами what if you're полностью not very согласна. good at making friends? Ну а что, если вы не умеете заводить друзей? Maybe you live in a bad area where your neighbors are not very good, not very friendly. Например, вы живете в достаточно плохом районе, проблемном районе, где люди не очень общаются друг с другом. Well, yes, but the Да. medical Hospital, someone that maybe midwife, someone. So the woman is not just by herself. I absolutely agree with Я all of абсолютно с that. вами согласна. But Но maybe you're a bit frightened of the doctors and А the что, если вы midwives очень and the боитесь social врачей? workers.
then you're by yourself. Тогда So ты I agree сама. with you, неправда. То есть я с вами But согласна, неправда, но in the group we need to discuss how do you know what help there is? в нашей How группе do you мы know должны how to trust? обсудить, какая есть помощь, с кем можно пообщаться, почему кому-то будет тяжело, возможно, попросить у кого-то помощь. Final answer? В течение первых 3 месяцев жизни младенцы умеют только есть, спать и плакать. What's that one? Oh. What do you think? А в 3 месяца он уже узнает маму, папу, реагирует, да. Уже привязанность, начинается к родителям запах, вонись, голос. Do you know you are a very sophisticated audience? Но вы очень умная, очень образованная аудитория. So we can leave, we already know everything. Almost all the parents will say that's true. They don't do anything for 3 months. Но она говорит, что очень многие родители, которые приходят в такие группы, они не знают такого. Они отвечают, да, до 3 месяцев дети больше ничего не умеют, только спят, едят и плачут. No, so you're sophisticated, but Вы знаете, у вас есть все это знание, вы им уже обладаете. the purpose of our quiz is not just to get the right answer, it's to have space for discussion. Но вот этот мы играем в эту игру не только для того, чтобы найти правильный ответ, но еще для того, чтобы обсудить это. To raise these ideas in people's mind. Да, получается. Неправильно ответил. Неправда? Okay. Грудное вскармливание – единственный вид вскармливания, дающий ребенку и нужное питание, и общение, необходимое для здорового развития. It's about breastfeeding. При том, что если есть альтернатива, то тогда можно Okay, let's have hands up who think that breastfeeding is the only safe way. Давайте поднимем руки те, кто считает, что это правда, что грудное вскармливание – это единственный вид вскармливания, дающий ребенку и нужное питание, и общение, необходимое для здорового развития. Hands up. Поднимите руку, если считаете, что это правда. Подождите, а если аллергия у ребенка? What about allergy? So they basically Shut up. So, put your hand up now if you think there are Поднимите руку. alternatives. Если There вы are считаете, safe что есть какие-то alternatives. альтернативы, которые безопасны. He's asking for what age? From birth. С рождения. from birth to what top? 6 months. До 6 месяцев. С You рождения до 6 see, the месяцев. question is not, are there alternatives or is breastfeeding best? It says, is breastfeeding the То only? есть она сейчас нам напоминает, что вот в этом вопросе там написано не то, чтобы спрашивают, есть ли какие-то альтернативы грудному вскармливанию, а что это единственный вид. Okay? So, for you Это and вопрос, for это us, единственный или нет? Или есть еще какие-то безопасные способы кормить ребенка? the women who can't breastfeed or women who won't breastfeed, He's saying it's the most optimal. I agree. Она It is the согласна, best. это наиболее оптимально, и она согласна с этим. But this is the question that got you all discussing. Но вот That's с этим what we вопросом want. мы все начали вести дискуссию, мы начали его обсуждать. We have very strong health education to say women should breastfeed. У нас в стране, например, есть очень много, мы обучаем родителей, что женщины должны по возможности кормить грудью. But we had Но Oh, she's saying about different ecological factors in the 30s and the 50s that used to be a thing. But now, in the present time, sometimes it's the other way around. After all the procedures and the medical, because here's a lot of drugs when you're giving birth. Sometimes substitutes are actually better than natural one. If it's not,
Do you know what we've got? We've got a great discussion going. Вы знаете, что происходит? У нас тут настоящие дебаты, настоящее хорошее обсуждение вопросов. That's why we are doing it. И это именно вот это почему мы занимаемся вот этой игрой. But now we have to decide, is breastfeeding А the теперь нам нужно only safe решить, way? это какой же ответ? Это единственный? Who says not? Who says правда? Кто считает, что правда? Неправда. А кто считает, что неправда? Yeah, неправда. Неправда. Okay. Матери должны быть идеальными, иначе дети будут их ненавидеть, когда вырастут. Это было легко. В течение первых 3 месяцев матери должны находиться рядом со своими грудными детьми 24 часа в сутки. Неправда. 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 Мать должна немедленно взять на руки плачущего ребенка, даже если она сейчас на полпути в туалет. Неправда. Неправда. Младенцы могут быть очень разными. Уже сразу после рождения у каждого из них есть своя собственная индивидуальность. What's very nice is that if you have mothers in the group who have had more than one child, that you two better not answer all the questions. You're too clever. Вы вдвоем все время на все вопросы отвечаете. Вы слишком умные. So, yes, if you've got mothers in the group who've got more than one child, they can easily Есть say, мамы yes, they have more в группе, personality. у которых больше одного ребенка. Yeah, 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 yeah. So you know they have different temperaments. Так что вы знаете, что у них у всех разный и характер, и настроение, и привычки. Okay, again. Oh no, oh, I haven't driven you away. Did I Она drive you надеется, что away? она вас не выгнала, что Thank you, thank you. Just you were so quick to give the answers. I wanted everybody else to join in too. просто вы так быстро отвечали, что она хотела. Thank you. Brilliant. Okay. Все матери начинают автоматически любить своих детей, как только их увидят. What's that one? Okay. Матери никогда себя не жалеют. Матери иногда задумываются о том, было ли решение о рождении ребенка правильным. Правда? Правда. Just to say, I worked with a very young mother, or mother-to-be, Я and работала с очень молодой мамой, она еще тогда была беременна. she said doing this the first week was the first time she realized it was okay to acknowledge she had some good feelings, but also some doubts about becoming a mother. И она сказала, что вот когда она проходила вот эту группу, на первой неделе она впервые узнала, что это нормально признать, что вот у меня есть какие-то приятные, позитивные мысли насчет того, что я скоро стану мамой, но что еще у меня есть некоторые сомнения и волнения по этому поводу. До этого она не знала, что это можно признавать. Okay, next question. Как бы сильно мать не любила своего ребенка, уход за ним все равно может казаться ей тяжелой работой. Состояние депрессии после рождения ребенка может быть частью нормальной адаптации к материнству. Do you know
when we first started coming to Russia, the team I was working with about 15 years ago, Примерно 15 лет назад, когда та команда, с которой я работала, впервые приехали в Россию, nobody knew about postnatal depression. никто даже не знал, что существует такая вещь, как So it's послеродовая great депрессия. now that it's being talked Так about. что я очень рада услышать, что сейчас вот так быстро ответили, что об этом говорят в России. Okay, last question. И $1 теперь million. последний вопрос. Мы сейчас станем миллионерами, если вы... They're asking if we can wait for a little bit because she wants the camera person is running here and he wants to see how we're becoming millionaires. Ah, okay, we'll wait. Долго еще ждать? So can we talk a little maybe about how you feel about the quiz? Is it something you think you would be able to use in your work? Давайте поговорим пока быстренько. Вот как вы думаете, нравится ли вам такая игра? Смогли бы вы ее использовать в своей работе? They like it, yeah. It's a way of doing something which asks for quite a lot of discussion. Это хороший инструмент, который провоцирует дискуссию. And some thinking. И мы все начинаем задумываться. And some different ideas. И делиться разными идеями. And then makes it fun. А также просто добавлять немножко веселья. You don't need to be able to read. We will read the questions out. Вы не должны уметь читать. Мы можем прочитать вопросы для вас. You only need to say true or not true. Вам только нужно уметь говорить правда или неправда, или показать, что это правда или неправда. So it's a very accessible way to work. Так что это очень доступный способ работы. And I think that we use it with parents with learning difficulties, but we also use it with parents without learning difficulties. Anyone coming into one of our groups is likely to be quite vulnerable and to be very happy to be reassured. И мы используем вот эту игру и с родителями, у которых есть трудности с общением, а также с родителями, у которых нет трудностей, простите, с обучением, а также с родителями, у которых нет трудностей с обучением. И всем достаточно нравится таким способом начинать этот разговор, эту дискуссию. So you're all ready to be a millionaire? Вы все готовы сейчас стать миллионерами? Yeah. Okay. Here's your last question. Если мать и ребенка разлучили в первые несколько часов после рождения, связь между матерью и ребенком будет разорвана навсегда. It's not true. Okay, Ina can stop it for us now. Go back to the slides. Okay, well done. All Молодцы. millionaires. Мы все теперь миллионеры. We're going to look at some other things that we can do. А теперь давайте попробуем посмотреть, на что еще мы можем сделать. We use video feedback. Мы используем обратную связь через видео. We don't look for things that people are doing wrong. We look for what they're doing right. И мы не пытаемся указать на то, что они делают неправильно. Мы пытаемся показать им, что они делают хорошо. Because if we pick out what people are doing wrong, Потому что если мы будем все время указывать на то, что они делают неправильно, they feel criticized. им кажется, что мы их критикуем. And if they feel criticized, they say yes, but, and become defensive. И если мы их начинаем критиковать, то они начинают такой у них элемент защиты, что они просто говорят, да, конечно, вы это говорите, и перестают участвовать в этом процессе. On the other hand, we all like to have a little bit of praise. А также еще другая сторона, то, что нам всем нравится, когда нас хвалят. And if you have low self-esteem, you've not had a good life, you're probably used to criticism. И если у вас низкая самооценка, и у вас достаточно тяжелая жизнь, то у вас достаточно часто вас критикуют. So we say it just bounces off you. Из-за этого мы говорим, что это от нас как отскакивает, как от стенки горох. Somebody else tells me I'm rubbish. Еще один человек, который мне говорит, что я все делаю неправильно. I will fight them off. I will ignore them. Я буду просто с этим бороться, я не буду делать то, что они мне говорят. So
the best models are models who are like us, nearest to ourselves. Самые лучшие ролевые модели, они такие же, как и мы. And we know that self-modeling, seeing yourself doing it well, is very, very powerful. И мы знаем, что самое лучшее моделирование, когда мы видим, что кто-то как мы или мы делают что-то хорошо. So, here are some tips of things. Got the right way. Yeah, there we go. I think that's where we want to be. So here's some tips about how to make a video and how to use a video. Вот здесь тут несколько подсказок и несколько советов о том, как делать вот такие видео и как это делать хорошо. So the first thing is to make a 5-minute video. It doesn't need to be any longer. Например, первое задание, которое можно дать, это снять 5-минутное видео. Try to keep it very natural. И чтобы это было достаточно естественное видео, что там... And for that reason, we suggest a time when the child is getting dressed or undressed or having a meal. И для этого, например, мы говорим выбрать какое-то естественное занятие, которое ребенок делает. Например, одевается с утра или приготавливается к приему пищи. Keep the light behind you, otherwise you end up just as a silhouette. И не забывайте, что свет должен быть за вами, а то вы видно только силуэт. Cut down any background noise, TV, radio. Советуем выключать всякие шумы посторонние, как, например, телевизор, радио. Try and keep the parent and the child in the frame at the same time. Постарайтесь сделать так, чтобы в кадре одновременно был и родитель, и ребенок. Go through the video with the parent, looking for what they did that made a connection with the child. Пересматривайте видео вместе с родителями и попытайтесь найти те моменты, когда происходят какие-то действия, которые сработали и для ребенка, и для родителя. We're not looking for what didn't happen or what went wrong. И мы не пытаемся там в этом видео найти, что не произошло или что было сделано неправильно. We all get defensive if we're Потому criticized. что тогда мы будем защищаться, если кто-то нас будет критиковать таким образом. So we're now going to look at 5 minutes of a video. I need the recording turned off. А сейчас мы будем показывать видео. Когда будем показывать видео, просим выключить камеру, не снимать то, что будет And I проходить need на Ina to экране. put on Lisa Pre. No, not to run, just to wait. Well, okay, Итак, that's a hard one. это достаточно тяжелая. You're Тяжелая looking задача. for what went well. Напоминаю, задача была увидеть что-то, сконцентрироваться на том, что было хорошо сделано. Can anybody specify a moment when something good happened? Кто-нибудь может выделить какой-то один или несколько моментов, где что-то было хорошо сделано? Yes. Great. Да, So отлично. we are wanting to build up the relationship, but where the relationship is maybe a little bit hard to define really well, we can say she's looking after him, she's supporting his head, she's Well- changing his clothes. Ну вот, например, мы же сейчас говорим еще и про отношения, и вот в этом видео можно сказать, используя такие термины, как вот мы видим, что она поддерживает ребенка, что она его одевает, то есть проявление заботы. Okay, any other moments? Еще That you какие-то saw? моменты, которые кто-то может выделить? Yes. Sometimes she's like doing these little sounds with a very soft and tender voice. Yes. So when Да. she doesn't speak much, but when she speaks, it's in quite a gentle voice. If you didn't understand it, don't be surprised, it's in Romanian. Ну да, вот она очень мало говорит, но когда говорит, это всегда очень нежным голосом. И если думаете, что вы ничего не поняли, не волнуйтесь, потому что это на румынском языке все. Which I don't understand either. И Кристин говорит, что она тоже ничего не понимает, But что you он know там what? говорит. Neither does the baby. Но знаете что, ребенок тоже еще не понимает. So we can look at the non-verbal communication. So it's nice you've picked up that her tone of voice was quite gentle. Так что вот таких вот видео можно смотреть на невербальную коммуникацию. И это очень здорово, что вы заметили, что вот у нее тон голоса был очень нежным. Anybody else have any other moments, observations?
Кто-нибудь еще заметил что-нибудь такое? Yeah. She was involved in the process. She was serious. She was trying. She was trying not to hurt the baby. She was trying to support legs, and she wasn't distracted. She was not looking at her phone. She wasn't listening to music or something. Yes, yes. And that's so much a part of young mothers now that they are. И это очень большой такой момент, который сейчас, особенно в наши дни, что очень часто молодые мамы, они все время с телефоном. So she is giving the baby, or dressing the baby at least, her full attention. Так что да, вот на этом видео оно все свое внимание уделяет именно ребенку и вот этому процессу одевания его. There were two moments when I thought that she made verbal connection with him. Там было два момента, когда Кристин считает, что у нее была вербальная связь с ребенком. And one was when she laid out the baby suit and she said something to him. И вот один раз она его одежду, она ее разложила и сказала что-то. And another one just before we stopped, where she spoke to him directly. И еще один момент был примерно там, где мы остановили видео. До этого она что-то сказала ребенку. But I'm really impressed that none of you said what you didn't like. Но я очень, даже не знаю, как сказать, да, впечатлена тому, что никто из вас не начал говорить о том, что она сделала не так. Because I think we'd all think there was quite a lot more could have happened there that didn't happen. Потому что, наверное, все мы здесь сидели и думали, что вот она многое чего не сделала, что на самом деле могла бы или хотелось бы, чтобы сделать. We can observe that, but we don't feed that back to her. Мы можем это наблюдать, мы можем это заметить, но мы это не говорим Ina, could you run, just run the slider along the bottom? Don't play it all the way. Not quite all that. Go back a little bit. Yeah, that's okay. Yeah, that's okay there. Just play it a little bit. There's the moment. Вот этот момент. He protested, and she said something to him. Он что-то протестовал, не очень хотел, она ему что-то сказала. But the other thing I noticed is he hardly ever takes his eyes off her face. Но вот что она еще заметила, он почти никогда не отводит свои глаз с ее лица. And I think one way we can feed that back to a mother is to say, look how important you are to your baby. И вот что она вот в таком моменте скажет родителям, чтобы дать еще одну поддержку родителям. Посмотрите, насколько вы важный человек для этого ребенка, как он постоянно на вас смотрит, как вы для него важны. Look how he watches you so carefully. Смотрите, как внимательно он за вами смотрит. You are really important to him. Вы ему очень-очень важны. Just to tell you a little bit about the background, this is a mother and baby who are in a home for vulnerable mothers, so there's mothers and babies who can stay together for 6 months to see if they're able to make a good relationship. Ну, чтобы вам немножко предыстории рассказать, это мама и ребенок, которые помещены уже в такое учреждение, где мамы с ребенком дают еще 6 месяцев, чтобы посмотреть, сможет ли ребенок остаться в семье с поддержкой такой. She was raised in an institution. Она выросла в детдоме. And she has an older child who has been taken away and is looked after by somebody else. И у нее есть уже еще один ребенок постарше, которого забрали из ее семьи. So she really, really wants to get it right this time. Так что на этот раз она очень-очень старается, она очень хочет сделать так, чтобы получилось. And I think Ina might be able to play Lisa post now. I just want you to see it a little bit different. It's just called Lina. Сейчас программа еще одно видео. Post Mellow parenting, I should say. И вот это то, что после их программы Mellow parenting видео записано. Okay. Nem quase um dos. Onde dos? Да? Onde dos? Onde dos? Да? Уни влезьте дождь, что? Уни влезьте дождь. Уни. Уни влезьте дождь, что, мама? А? Уни влезьте дождь.
Ой, что бомбана, мама, бомбарет. Бомбарет. Бомбарет, маленькая бомбарет. Дай-ка, мама, можете хранишьте. Я каша. Мика, хранишьте. Да? Okay, I think you've probably seen enough to say, was there a difference? Ну, наверное, вы уже достаточно посмотрели, чтобы посмотреть, что тут есть различия большие. Какие различия? Yeah. And Yeah. here we have her face to face when she holds the spoon out to him. И теперь она лицо к лицу, она смотрит ему в лицо, когда она его She кормит. says it's coming, Она предупреждает, сейчас будет ложечка. and she waits for him to take it. И она ждет, пока он сам будет готов, собственно, съесть эту еду. So we could go on with the video, but maybe it's enough for you to see that this has made a real change. Но вот мы не посмотрели даже целиком видео, но уже достаточно заметно, что огромная разница. We'll just try one more exercise if Ina can help us. Could you Попробуем look, еще одно упражнение и посмотрим, может, Энни нам сможет could помочь. you put up the, I think they're probably called baby cue cards. I can't see it. Maybe it's embedded. Верните презентацию, возможно, там внутри. Maybe. Let's see if it's embedded. No, it's not. Okay. К сожалению, техническая небольшая заминка. Она думала, что она там будет. Okay. So, just then I will finish off what I have to say and leave a little bit of time for your questions. Then what I was going to show you was just some pictures of mothers and babies face to face. Что я хотела вам показать, к сожалению, мы не смогли сейчас это найти. Там фотографии детей и мам. Or just the baby. Или только детей. And ask, what is that baby communicating? И там вопросы, что пытается сказать этот ребенок, что пытается этот ребенок показать. How do you know what that baby's saying to you without words? И как вы знаете, что пытается показать этот ребенок, не используя слова? I don't know quite what's happened to the file, but never mind, we'll go on with it. Yeah, we could come back if people want to after the coffee break. Мы, возможно, после кофе-брейка сможем это показать, когда найдем этот документ, который потерялся. So we're all working with parents who struggle with literacy. Мы работаем с родителями, которым трудно, которые, возможно, у них есть проблемы с написанием и чтением. Whether those are inborn difficulties, acquired difficulties, or result of poor opportunities. И у некоторых эти трудности связаны с какими-то генетическими причинами, у некоторых они приобретенные, у некоторых они появились потому, что не было возможности развиваться. I do believe that giving parents the right sort of help can make a huge difference. Я по-настоящему верю в то, что давать родителям подходящую поддержку всегда может исправить ситуацию, может всегда ее сделать лучше. And keeping their children at home can lead to them having the best opportunities to thrive. И зачастую оставлять ребенка в семье может дать им самые лучшие возможности для того, чтобы вырасти здоровыми и счастливыми. So, that is Mellow Parenting. That's who I work with. И вот, собственно, подошел к концу рассказ про Mellow Parenting, про организацию, на которой я работаю, про нашу программу. And thank you for listening, but I'm very happy to take some questions. Can you get the slide back with the contact Oh, details? okay. Are you ready? Yes. А теперь можно задавать вопросы, если у вас есть. Расскажите, пожалуйста, какие программы осуществляете? Вот я знаю, что вы помогаете, то есть вы работаете с мамами, которые сидят
also she knows that there's also a big problem with ситуации, когда они являются основным when ресурсом they are the primary caregiver. Can you just elaborate a bit Sure, about what thank you. Yes, I'm very Да, happy конечно, to talk спасибо about очень. mellow parenting, of course. Я с удовольствием буду говорить про свою организацию. But I didn't have time in an hour and a half to train you all to do. Но за 1,5 часа, естественно, не могу вас натренировать на каждую из программ, которые мы работаем, но расскажу про них. Our programs start from pregnancy through to preschool. У нас есть разные программы, которые начинаются еще с беременности и до детсадовского возраста. In pregnancy, it's a 6-week program. Для беременных у нас программа 6-недельная. For mellow babies, which is up to 18 months old, it is 14 weeks. До 18 месяцев деткам, когда программа... How many weeks? 14. 14 недель программа наша. And we have a program for mellow babies under 18 months and mellow parenting, mellow toddlers up to preschool. preschool, what is the age? Because it's different. Preschool is about 6. А также есть еще программа от 18 месяцев до примерно 6 лет. We always work with mothers and fathers separately. Мы всегда работаем с мамами и папами по отдельности. Our reason for that is partly research. В основном причины они в том, что исследования And research at the University of Leiden has shown that where mothers and fathers are in the same group, yes, fathers benefit, but the mothers benefit less than they do in a single gender group. Исследование показывает, было исследование, которое проведено в Голландии, в Лейдене, в университете Лейдена, которое показало, что когда в группах и мама, и папа вместе, то у пап получается лучше, они учатся большему, а мамы учатся лучше в группе, где только женщины, где все мамы. But also both the mothers and the fathers say that they feel more free and more able to speak freely in a single-sex group. А также мамы и папы говорят, что они чувствуют себя более свободными и могут делиться больше опытом в группе, где только мамы или только папы. And when you come with issues like domestic violence or childhood sexual abuse, then sometimes it's clear why a single-sex group might be more comfortable. И, конечно же, когда мы говорим про такие проблемы, когда бывает насилие в семье, или сексуальное, или физическое насилие, сразу начинается понятно, почему делать группы раздельные иногда лучше работают. The postnatal groups are intensive. После рождения ребенка группы, которые ведут, они очень интенсивные. We bring in 2 parts. One is about supporting the parent as a person. И они состоят из 2 частей. Первая часть — это про то, как поддерживать родителя как человека. We try to help them to construct their life story, to understand how they got to be where they are. Мы пытаемся им понять себя и помочь им понять, как они оказались там, где они сейчас есть. We deal with things like depression, poor self-esteem, anxiety. И мы часто работаем с родителями, у которых депрессия, низкая самооценка. Domestic violence, anything that might be in their minds. Возможно, какое-то домашнее насилие, тоже они привержены домашнему насилию. And then we have lunch together. И потом мы вместе обедаем. Parents. No. Not usually. Не папа и мама вместе, а The groups might not be run in the same room, the same building, on the same day. One might be Tuesday, one might be Thursday. Они говорят, что у них не всегда группы идут в одно и то же время. То есть, возможно, мамы по вторникам, папы по четвергам. Parents, children and staff. И вместе, соответственно, обедают дети, родители и сотрудники, которые там работают. And we think that's important, that it's a time of sharing. И им кажется, что это очень важно, что они вот в этот момент они все делятся. And then we have an activity. А также у них есть какая-то активность, которой они занимаются. Many of our parents say they don't remember anybody playing with them as children. Многие из родителей, с которыми они работают, говорят, что они не помнят, чтобы с ними кто-то играл, когда они были детьми. They don't remember children's songs, nursery rhymes. Они не знают детских песен и колыбельник. We have to do activities that are cheap or free so they can use them themselves at home. Так что мы часто стараемся использовать всякие активности, которые
не стоит денег или очень дешевые, чтобы они могли использовать их дома. So I saw a very nice example in the park here of, I don't know, was a mother or grandmother and two children collecting up handfuls of leaves. Вот, например, я вчера видела очень хороший пример, гуляла по парку и видела, как бабушка и внуки собирали осенние листья и делали венки. But if you are carrying so many burdens on your back from your own history, it's hard to enjoy that experience. Но если ты сам несешь огромную ношу всех своих предыдущих опытов и, возможно, трудного детства, то очень тяжело вот так вот наслаждаться какими-то маленькими моментами. So then the children go back to the children's group, leaving the parents free, and that's when we look at the videos, which are made at home before the group starts. И потом дети идут в детскую группу, а родители собираются в родительской группе, и мы начинаем смотреть на видео, которые они отсняли. And then they get, we don't call it homework, because homework sounds quite frightening if you've not done well at school, but give it a go. А потом мы даем им задания, мы стараемся не называть это домашними заданиями, потому что у многих достаточно плохие ассоциации с домашними заданиями, особенно если они не очень хорошо учились в школе. And we do this for 14 weeks, and the results are very good. И мы этим занимаемся 14 недель, и обычно результаты у нас очень хорошие. Everybody says the parents won't come for 14 weeks. What we know is if we get them in for 2 weeks, we can't get rid of them. И очень многие изначально говорят, что ой, никогда эти родители к вам на 14 недель не придут. А они говорят, что мы знаем, что мы уже можем доказать, что если мы смогли их 2 раза на 2 недели к себе пригласить, и они продолжают идти, потом нам их не выгнать уже после 14 недель. They want to stay forever. Они хотят остаться навсегда и приходить. And we know that the mothers and indeed the fathers have a decrease in all their symptoms of stress and anxiety. А также мы знаем, что когда родители проходят наши курсы, и у мам, и у пап понижается уровень стресса и волнения. We know that some of the fathers who've not been living with their children now are able to spend time with them. И мы знаем, что некоторые из пап, которые приходят к нам в группы, которых до этого не жили со своими детьми, теперь им разрешается посещать детей. We know that the children's behavior improves. Мы знаем, что поведение детей улучшается. And we know that the children's development improves dramatically, particularly language. А также мы знаем, что развитие детей, особенно язык, улучшается, очень сильно улучшается. But you can see this little boy here that we're just looking at. He has a better chance of developing some language now that his mother is talking Вот, with например, him. помните видео, которое мы смотрели? Теперь, после этой программы, у этого ребенка гораздо больше шансов развить языковую речь, потому что мама теперь с ним общается. So we have quite a lot of good results in terms of families being reunited. Так что у нас достаточно хорошие показатели по тому, сколько семей в итоге остаются вместе. And if I can give you some results from our project in Tajikistan, И вот некоторые результаты проекта, который мы сделали в Таджикистане. we had 24 families, У нас было 24 семьи, 12 children who were planned to go into institution care, 12 детей, которых собирались изъять из семьи, 2 already in institution care, 2 изъяты из семьи, and by the end, nobody in а в institution care. конце никто из них в итоге не был изъят из семьи. 24 семьи, 12 детей. 24 families. 24, oh, maybe I've got the numbers wrong. No, that's good. No, our 24 families, but 12 of them had children who were planned to go into institution care. 24 Not семьи, all the из них children. только из 12 из этих семей детей хотели забрать. And you asked about our work with men. It works just as well. And you И- asked about our work in prisons. И вот у нее еще спросили про ту работу, которую они проводят с папами, и ту работу, которую они проводят в тюрьмах. And we have had to work very hard with the prison system, which is not very flexible. И нам достаточно сложно было выстраивать работу в тюремной системе, потому что с ними не очень тяжело, с ними достаточно тяжело договариваться и менять что-то. So we have had to be flexible in how we work with them. Так что им пришлось подстраивать свою программу для того, чтобы иметь возможность работать с заключенными. But again, the results have been very good. If you Но go опять to же, our результаты были очень website, хорошие. yes, mellowparenting.org, there are Вот papers этот on there. сайт, который был на слайде, mellowparenting.org, And some evidence there about work in prisons
and the effects that it's had. И там есть информация и некоторые результаты их работы в тюрьмах, и как они это делали, и какие результаты они получили. Okay, so thank you very much for your Спасибо attention. вам огромное за ваше внимание. Oh, one lady at the back. We have one more question, Там еще sorry. один вопрос. Other situations sometimes like you use other relatives when there's no opportunity to use mother or father, for example, aunts or grannies, or do you ever include other relatives of the child which are not father and mother, if father and mother are not available? We would work with, we've had that position where У we've нас были had такие ситуации, a grandmother or a sister когда who's, была сестра, например, или бабушка. they can come to the group with the child if Они they're the могут main приходить carer, в группу с ребенком, если они главный опекун. or the mother can come with the child. What we can't have is the mother and the grandmother or the mother and, and her sister in the same group, Вот, because но she что wouldn't они feel не free. делают, они никогда не приглашают маму и сестру или маму и ее маму в одну и ту же группу. So yes, we've had the situation where mothers, maybe another relative is caring for their child, but they bring the child to the group for that day, or the carer is the one that brings the group and improves their relationship. Так что да, у нас были такие случаи, когда мамы, когда бабушка или сестра мамы приходили с ребенком вместо мамы, или когда они приходили, и мама все еще присутствует в жизни ребенка, но на эти курсы ходила бабушка или сестра. А также были случаи, когда бабушка или сестра является главным опекуном, и они ходили на эти курсы, чтобы улучшить отношения с ребенком. So finally, thank you А very теперь, much. наконец-то, I'm very happy спасибо to be большое. around over coffee and to talk. Кристин, а можно какие-то вопросы задать после